Кто следит за моими публикациями в социальных сетях, знает, что я часто делаю репосты роликов, где фигурируют лиминальные пространства. Да, я признаюсь в любви лиминальным пространствам, причем именно таким, где нет монстров, а есть спокойное исследование окружения и некая сдержанность, когда твоя фантазия сама может дорисовать все остальное. В свободное время я люблю бегать по улочкам карты Big City и с Garry's Mod в полном одиночестве. Периодически запускаю малоизвестную, но атмосферную игру Dream, и даже в Atomic Heart мне больше всего нравятся уровни, где майор Нечаев оказывается в лимбо. И я знаю, что я такой не один, особенно учитывая то, сколько подборок с лиминальными пространствами выложено на YouTube. Вообще в популярности каких бы то ни было лиминальных пространств я нахожу запрос со стороны общества на побег от реальности. При таких раскладах, например, Backrooms, как и любая другая выдуманная вселенная, позволяет сбежать от этого мира. В данном случае, если мы опять же говорим про Backrooms, человек бежит в то место, которое в каком-то смысле возвращает его в детство, где пространство той же самой квартиры или частного дома казалось особым миром со своими законами и коренными обитателями в виде различных монстров. Лично я в детстве не считал себя полноправным хозяином всей квартиры, отдавая предпочтение одной единственной комнате, где я и спал. Если днем я чувствовал себя спокойно в любом месте родительского дома, то ночью ощущал угрозу буквально отовсюду, кроме своей кровати. А больше всего меня пугала темная кухня, которая виднелась где-то вдали, и мне всегда казалось, что именно там обитало то самое непонятное и невыразимое существо, которое наводило на меня животный ужас. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Данилюк, и сегодня мы поговорим о фильме Кайла Эдуарда Болла под названием «Скиномаринг». Чтобы вы понимали, Скиномаринг по сути хоррор, в котором заложена история о маленьком брате и маленькой сестре, которые оказались в темном доме одни-одинешеньки. В общем, и добавить нечего, формула прекрасна в своей простоте. Мы, зрители, наблюдаем за тем, как дети, Кевин и Кайли, а именно так зовут брата и сестру, совместно проводят время в ожидании родителей. Но, постойте, вообще-то родители вроде как никуда и не уходили. Тогда почему их нет дома? Да, в определенные моменты мы слышим голос отца, со временем появляется и мать, но мать ли это? Вопрос повисает в воздухе, и это прекрасно. Через намеренное умолчание атмосфера фильма сгущается, и мне это нравится. И мне по душе то, что нам не объясняют, почему, например, в доме пропадают двери и различные предметы, а родители маленьких ребят и вовсе уходят за горизонт событий. В доме определенно происходят странные вещи, и от этого становится жутко. На этом фоне всевозможного рода скримеры выглядят дешево и никак не красят картину. Да, конечно, скример — это легкий способ напугать человека, но можно делать это и более изощренным способом, чтобы все человеческое естество было охвачено ужасом, а не только лишь та часть, которая реагирует на возможную опасность. Ведь фильм «Скиномаринг» действительно пугает и без скримеров, но почему-то режиссер их применяет. Сама картина выстроена таким образом, что я могу сказать смело, это кино не динамичное и, пожалуй, не повествовательное в привычном смысле этого слова. Да, история тут есть, и она довольно цельная, но картина цепляет именно тем, что она воссоздает наши детские страхи через визуальные образы, многообразие звуков и детали, которые всем нам так или иначе знакомы. Все это приходит к нам постепенно, ненавязчиво как бы само по себе, и на это работают многие вещи. Например, благодаря нижнему ракурсу при статичной камере мы смотрим на окружающее пространство глазами ребенка. Темный дом нависает над нами, и вот уже зритель чувствует собственную уязвимость. Зернистость видеоряда также играет особую роль, она создает иллюзию движения и заставляет вглядываться в темноту более пристально. Но и звук тоже решает в плане создания атмосферы. Я бы даже сказал, что он здесь более чем важен. Ведь камера зачастую статична, и мы видим стены, потолки, двери и все в таком духе, поэтому в большей степени обращаем внимание на звук, чем на что-либо еще. Из-за этого иногда вообще возникает такое чувство, будто ты оказался в альбоме An Empty Bliss Beyond This World группы The Caretaker. Впрочем, как вы видите, Скиномаринг не пользуется чем-то экстраординарным для того, чтобы заставить нас бояться. Все довольно просто, а значит доступно. Но, на мой взгляд, Скиномаринг теряет свою силу из-за скримеров, о них я уже сказал ранее, а также в этом контексте меня смущает персонализация зла. Все-таки тот монстр, который, скажем так, наводит ужас, со временем вступает в контакт с детьми. Таким образом, он становится более понятным и для главных героев, и для зрителя. Это в какой-то степени нейтрализует страх, но при отсутствии ясной мотивации монстра фильм продолжает пугать, поскольку место для тайны все же остается. Еще одна важная вещь, о которой я хотел сказать, это психологизм Скиномаринга. Причем, когда я говорю о психологизме конкретно в этой работе, то я подразумеваю защитную реакцию детей на происходящее в доме. Включенный телевизор с мультиками, возня с игрушками — это и способ проведения
досуга, но в той ситуации, в которой оказались дети, это еще и защита. Я прекрасно помню, как сам проводил время, когда оставался один в квартире, будучи ребенком. Родители не возвращались, в доме было тихо, поэтому я постоянно включал телевизор. Тишина давила, и я мог разбавить ее только какой-нибудь речью с экрана телека. Параллельно я играл в лего, разворачивал на диване целые игрушечные баталии, а также иногда бросал взгляд в сторону темного коридора, опасаясь, что сейчас из него выскочит неописуемый монстр. Однако меня успокаивал пружинный пистолет, который всегда находился рядом со мной, и я надеялся, что при худшем варианте развития событий я все-таки смогу оказать сопротивление. Когда я вникал в Skinamarink, то вспоминал именно этот эпизод из своего далекого детства. Келли и Кевин смотрят мультфильмы, возятся с игрушками, надеясь на то, что скоро придут родители, и это созвучно моему поведению в прошлом. И знаете, говоря о главных героях, я не хочу идти по сюжету и раскрывать вам все карты относительно того, что же произойдет с ребятами. Ведь наверняка среди моей аудитории есть те люди, которые еще не знакомы с этим фильмом, так зачем портить впечатление? Да, дети беседуют друг с другом и иногда изучают окрестности, но вы можете увидеть это и сами. Единственное, я скажу вам, что лучше всего смотреть Skinamarink в одиночестве, не рассчитывая на легкую прогулку. Фильм довольно медленный, из-за чего похож на затяжной детский кошмар. В общем и целом, Skinamarink — это действительно интересный опыт, как ни крути, хоть и явно не для всех. Я оставлю в описании своего ролика ссылку на канал автора Skinamarink, там вы можете посмотреть и другие работы Кайла Эдварда Болла. Мне особенно зашла короткометражка под названием «Хэк», и если вы хотите более динамичного повествования, но в рамках той же эстетики, в которой создан Skinamarink, то я настоятельно рекомендую ее вам к просмотру. Ко всему прочему, дорогие друзья, думаю, ни для кого не новость, что иногда я делаю ролики на основе ваших рекомендаций. Так, например, произошло со Skinamarink. Так что функция комментирования видео сделана не просто так. Дерзайте. Оставляйте свои отзывы и пожелания в комментариях, а я с удовольствием их прочитаю. Спасибо за внимание и до новых встреч.